Прямо свежая история. Когда вот не щека к щеке. Я сидел сейчас в кафе, где мне делали ананасовый сок. Сок получился не сладким, тоже ананас вроде спелый, но поймите, да, на чем он вырос и дали ли ему дозреть, скажем так, в неоторванном состоянии. И насколько как бы хватает микроэлементов, баланс по микро-макроэлементам. Все это, к сожалению, нарушено, особенно когда задача снять как можно больше урожая. Так вот, я сидел, и русские парни молодые обсуждали, что очень тяжело у парня с ногой. Растяжка, как он подозревает, опухла нога, хотя они у него обе почему-то опухли, ну ладно. Опухшие ноги, где-то вот ему растяжка, прям там тяжело было вставать, и тяжело. Я все-таки подоспел со своими советами, которых никто не просил. Надо отдать должное, меня никто не послал, то есть это не тот уровень. А то вот простонародье, оно же скажет, тебя вообще кто-то спрашивал, ты чего подслушиваешь, а? И правда. Из лучших побуждений я вот все-таки пару слов вставил, что, ребята, есть вот масло, реально я сам им обрабатываю, и вместо ушибов там, он просто потом жаловался своим друзьям, говорит, вообще не могу там что-то встать. Да я же это проходил. Хотя бы дает облегчение уже через в течение 50 минут уже ты сможешь встать хотя бы на ногу, да? Если массажировать определенным маслом. Здесь оно выглядит как вот такое, да, там в составе, состав уже далеко у меня, сейчас еще я посмотрю. Да, здесь он, в составе очень много различных экстрактов, и в том числе немножечко даже и перца. Он чуть-чуть мягко прогревает, напоминает зеленое масло. И по воздействию, вообще мы, конечно, линейку вот таких масел можно расширять. В принципе, я использовал и тайское желтое масло. Вот это я показываю вьетнамское, да. Такая штучка стоит 45 умножить на 3,6, 3,7. Вот эта штучка в Таиланде стоит 120 умножить на 2 с чем-то там, пусть 2. А здесь это умножить, здесь это, я сейчас скажу, здесь 30 миллилитров, 50 умножить на 3,6. Как бы получается. Но тайское, оно нет, не увидел я там, это вообще полностью натуральное, но вообще как бы можно их закупать. Вообще каналы доставки есть. Я подумаю, как вот эти оппозиции, то есть не все позиции вообще годятся. Я так изучаю, смотрю, есть, конечно, какие-то масла, просто много всяких масел с метилсалицилатом, например, да, там, не то. Вот у меня одна из массажисток такая вручила мне с метилсалицилатом, едкое такое. Даже не хочется пользоваться. Все, как бы я с ним закончил. Надо смотреть именно позиции, проверять их, как они работают на себе. Вот 2 позиции четко я могу рекомендовать, на все случаи жизни они годятся. Это и простудные заболевания, вот эти все, да, мы смазываем с маслом кедровой живицы, и ушибы, укусы, растяжения, везде, где надо дать трофику кровь, да, и это больше работает на трофику, не на снятие веностаза, лимфостаза. Там уже, да, мы работаем каштаном, там немножко другое нужен направление. А вот ушибы и даже глубокие раны, когда они подзатянутся, здесь работать надо морской водой, но с разной концентрацией. Помните, я рассказывал, я сейчас у меня после маленькой операции, удаления
образовалась дырочка, да, и было, конечно, очень тяжело. Долго я ждал, пока вообще будет та корочка, которая не растворяется в морской воде. Вот если она растворяется, то, конечно, здесь можно промывать, но надо сразу промывать уже на самом деле в идеале чистой водой, да, ну можно в принципе даже водой питьевой, но не из-под крана только желательно. Далее, ну, я бы не стал отварами там делать. Далее там может быть разный подход. Можно присыпочки делать, но опять не из растений. Они совсем будут вызывать раздражение, они совсем не асептичные. Можно даже аптечные, может быть, взять. Я не использую присыпки, я либо отдавал организму возможность после солевого промывания вместо перекиси, вместо йода, спирта, солевые просто промывания. И после этого замечательно либо просто я давал посушиться ранки, а потом уже со временем, когда, скажем так, там нет кровопотеков, да, даже когда они небольшие там были, я уже начал заливать это этими лечебными маслами, причем одним и другим, два, которые я вам показал. Потому что у меня есть там еще третье, оно больше такое ментолово, успокаивающее с имбирем для восстановления. Тоже, кстати, надо будет посмотреть, как оно работает. Я более такими маслами именно где четко видно, как они усиливают трофику, как они, кстати, они, естественно, антибактериальные, антимикотические, в их среде ничего не выживает. То есть было предположение, меня спрашивали, как масло там на рамке, да написано даже в одной из инструкций, я специально обратил внимание, что допускается на небольшие рамки, допускается. И, казалось бы, должно щипать, мне не щипет ничего. Если совсем такая рана тяжелая, то, конечно, рановато. Что это дает? Вопрос от канала. С канала даже развитие. Хорошо. Каналу надо будет, мы сейчас на эту тему поговорим, но лучше, наверное, будет дождаться трансляции по... Сейчас хорошо, что заранее уже такие вопросы. Я закончу про масла, потому что, друзья, я раньше не знал про это и не мог нормально. У меня и раньше ран никаких не было, как ни странно. И не знаете про это. На самом деле применение различное, да. У вас должна стоять программа, что как замечательно, что я это знаю, я этим кому-нибудь помогу. Обязательно кто-нибудь попадется, кому надо будет помочь. Потому что с таким же успехом у вас может стоять программа, как чудненько, теперь-то уж точно я попаду в какую-нибудь неприятность, мне же теперь надо отработать эти знания. Как хотите, как хотите. Я сейчас закончу эту историю по маслам, я отошел в сторону, как отреагировала молодежь на меня, на совет. Это очень показательный пример сейчас будет. Не волнуйтесь, там не будет ничего такого, что... Да я не скажу, что ничего страшного. Вроде бы. Хотя на самом деле мне стало страшно. Мне стало по-своему страшно от того, что они просто услышали и поехали дальше просто жаловаться, обсуждать. То есть людям неинтересно. То есть они даже не уточнили, какое. Но я сказал, там-то, чего. Неважно. Хотя я говорю, ребят, реально сразу будет легче. И там трофика, непонятно эти слова людям. Трофика, снабжение. Просто, это биология школьная. Просто, неужели нельзя было в школе, может быть и нельзя было, объяснить простые вещи, что трофика снабжает, кровь снабжает под давлением
иннервация управляет, венозный ток обратно кровь выносит, использованную из капилляров, а лимфа помоги на себя тянет. Ну, вот эти 4 вещи, хотя бы простые. Так я закончу по поводу различных вот этих масел. Во-первых, не все, да, надо смотреть, какое как применять. То, которое более тут немножко с согревающим эффектом, там есть черный перец, по-моему. И на совсем свежие раны я не делал, чтобы все-таки не перебдеть. А вот есть тайское желтое масло. Там масло с большим количеством экстрактов, и оно вот легко... Там либо масла из каких-то вот растений, там не просто там оливковое какое-нибудь масло, но оно мгновенно, особенно вот это вьетнамское, оно впитывается, ну, то есть мгновенно ничего не остается, ничего. Тайское чуть-чуть подольше как бы, но оно не оставляет какого-то жирного блеска, там нет ничего подобного. Но его еще иногда вот я применяю после солевых именно промываний, и вот соль остается, и по этой соли вы этим маслом как бы отрабатываете. Живот отрабатывается, любые участки тела, где есть какая-то боль, воспаленные лимфоузлы. Кстати, вот у Глеб, здравствуйте, да, есть вопросы. У Глеба есть вопросы. Хорошо, Глеб, к вам сейчас сразу перейдем, все. Ну, видимо, в скайп с вами, да, пойдем. Вы сегодня тоже ждете маму? Подождем твою маму, да? Давайте споем эту песню вместе скоро. Значит, подождите еще пока, Глеб. Я вот по поводу масел, я как бы... Для меня это тоже... Для меня это открытие. Ну, к сожалению, все на себе пришлось тоже попробовать. Но виски смазывают вот так, чтобы голова не болела. Я бы шею вот так я иногда беру немножечко, вот так вот, хоп. И вот эти вот места, вот. И здесь кровушка начинает проходить, да, вот эти вот места-то у всех, тут все, у всех же каменное, оно не болит, оно просто каменное уже. А вот эти места, что? Ну попробуйте своим кому-нибудь родным, даже детям, мне в детстве, помню, так вот так нажмут, вот сюда просто нажмут, и ты, все. А мне, кстати, вот нормально. Это я своей массажистке вот туда жму, она, ой, она вся отекшая, вся в солях. А я ничего, кстати. А вот я ей говорю, дорогая, я прорабатывался. А ты, массажистка моя, массажистка. Жанна. Стюардесса по имени Жанна, да? Примерно вот такие у нас отношения с вьетнамскими женщинами. Масла, вот это, то есть не надо это путать, чисто вот есть там у нас в ассортименте такие масла с небольшими какими-то с экстрактами в больших упаковках, они не концентрированные, это совсем по-другому работает. Вот маленькие такие, там концентрат, там, ну, она испаряет, там не остается вот этого как такового масла, несущей основы, там не нужно такой, да, там практически все это, скажем так, экстракты. Никакого такого жжения, повторюсь, я не испытывал. Плюс я вам рассказывал, что в среде такого масла я делал себе мини-операцию. Ну, потому что не спиртом, мне нужен был эффект обезболивающий, а оно частично анестезирующее, особенно вот это тайское, там ментол, где ментола много, да, оно анестезирует, камфора, ментол.